Привет, друзья! Сегодня поговорим про выгорание. Выгорание – это не просто усталость, а сигнал организма, что что-то идет не так. Это состояние хронического стресса, которое приводит к потере мотивации и интереса к работе, постоянной усталости и истощению, раздражительности и апатии, ошибкам и снижению продуктивности. Это не просто «я не хочу работать», это реальный психологический и физический сбой. И если с этим ничего не делать, то это может привести к серьезным проблемам. От депрессии до потери работы. Итак, 7 способов, как справиться с выгоранием и вернуть себе энергию. Первый способ называется «признайте проблему». Часто люди списывают выгорание на какую-то лень, на какую-то апатию, на какую-то усталость. Но если вы долго ощущаете вот это вот чувство, работы немного, а ты уже такой вяленый ходишь, то, что вы раньше делали с большим удовольствием, уже не приносит никакой радости. Это, знаете, как вот постоянно надоедливо. Ты выходишь как раб вот этот на каторгу и пытаешься как-то себя заставляешь это делать. Вы раздражаетесь по мелочам. Коллеги, начальник, клиенты, все вокруг выводят вас из себя. Но самое главное, это ощущение, что все бессмысленно, что ваша работа бессмысленна, даже если вы работаете в суперфирме. Итак, когда вы поняли, что у вас действительно выгорание, вы осознали эту проблему, переходим ко второму способу. Он называется «найдите главный источник выгорания». В основном мы думаем, что причина выгорания – это много работы, но по факту выгорание вызывает очень много факторов. Причиной может быть токсичная атмосфера, когда вокруг вас идет мощное давление со стороны начальства или негативных коллег. Я помню, как приходил в офис, и там была женщина, которая постоянно говорила какие-то негативные вещи. Она все, вот просто негатив из нее лился рекой. И понятно, рядом с такими людьми ты чувствуешь себя тоже таким подавленным. Ты начинаешь прислушиваться к ним, они на тебя влияют, и это все вызывает определенные эмоции у тебя внутри. И ты уже не так сильно уважаешь начальника, как это было в начале. Тебе уже не так сильно нравится эта работа. Еще одна причина – это однообразие. Скучные, рутинные задачи без развития. Просто нет развития, и ты понимаешь, что все, ты уперся головой в потолок. Это вызывает определенного рода вот такое вот состояние апатии, когда не хочется больше этого делать. Кстати, вчера общался с другом и узнал, что в Германии совсем недавно в некоторых городах отменили факсы. Я даже не знаю, что такое факсы, как им пользоваться. А вот есть страны, которые до сих пор используют какие-то устаревшие технологии, к которым давно привыкли. Если у вас тяжелая форма вот такого выгорания, уже подходящая к нервозности какой-то, к депрессии, к постоянной апатии, вам нужно перезагрузиться. Вам нужно полностью трансформировать свою жизнь. У меня есть книга, она называется «Найти себя». Вы можете бесплатно ее скачать, без всяких регистраций и так далее, на моем сайте andreyarudenko.com. Скачайте. Выполните упражнения, и вы не пожалеете. Эта книга перезагрузит полностью вас, сделает апгрейд вашей личности, что повлияет на вашу работу, на вашу карьеру. Осознав проблему, найдя главный источник выгорания, мы переходим к третьему способу, который называется «Восстановите баланс между работой и отдыхом». Знаете, часто бывает так, особенно в наше время от технологий. Мы после работы приходим домой и продолжаем думать, в голове носим, кому мы не ответили по почте, кому завтра надо позвонить, постоянно заглядываем в календарь, а что еще важное на завтра. Это все также выматывает. Я скажу так, на работе работайте, дома не думайте о работе, дома отдыхайте. Что вам может помочь наладить эти границы между работой и отдыхом? Первое. Придя домой, отключайте все рабочие уведомления. Обязательно делайте паузы, отдыхайте от компьютера, выходите на прогулку, выделяйте время для себя, хобби, спорт, книги. Все это должно стать также частью вашей жизни, когда вы не только посвящаете всю жизнь работе и думаете о ней все время, а еще у вас есть определенные развлечения. Ну и не забывайте, если вы еще и семейный человек, у вас есть семья, у вас есть жена, у вас есть ребенок,
который также требует вашего внимания. Поэтому вам особенно нужно обратить внимание на то, как распределять эти границы и на чем важно фокусироваться. А вообще стоит запомнить простое правило. Сон, питание, вода – наши лучшие друзья. Обезвоживание также влияет на вашу усталость. Активный отдых. Послушайте, отдых – это не просто лежание с телефоном. Это реально не отдых. Самый классный отдых – это активный отдых. Например, я каждое утро хожу гулять. Да, хожу гулять. Я живу на горе с моей семьей, и каждое утро я спускаюсь с горы и поднимаюсь на гору. В это время я могу что-то послушать, я могу вообще все отключить и просто слушать, как птички поют. Это такое прекрасное, приятное время полного восстановления. Пожалуйста, сейчас остановите видео, напишите в комментариях, а что помогает вам расслабляться. Дайте дельные советы тем, кто сейчас вот живет в такой монотонности, в одном и том же, как белка в колесе, туда-сюда бегает. Пятый способ называется «измените рутину». Всегда. Пятый способ называется «измените рутину». Вот это вот однообразие, оно высасывает всю энергию, и ты уже не хочешь ничего делать. Попробуйте работать в новом месте, в кафе, в коворкинге, выйти на улицу, на лавочке, если вы работаете, например, за компьютером. Попробуйте сесть на лавочке, послушать птичек где-то на природе, главное, чтобы интернет ловил, да, и попробуйте поработать. Выбери место силы, где ты наполняешься, где ты кайфуешь от своей работы, где ты получаешь удовольствие. Даже смотря в окно, можно смотреть в окно и видеть здание, а можно смотреть в окно и видеть лес. Вы когда последний раз вообще птиц слушали? Я не говорю сейчас про попугая дома. Нет. Когда вы последний раз просто выбирались, чтобы провести время с собой, молча, помолчать? Или вы постоянно говорите? Помолчать тоже иногда хорошо. Подумать, расписать план на жизнь. А чего я хочу от жизни? А почему я в таком ритме? А что меня наполняет? А что мне нравится? Вот у меня это время утреннее, когда я иду, и неважно на погоду, дождь может идти, солнце может светить, только вставать может солнце, рассвет. Я в разное время суток могу выйти, когда уже, знаете, все прикипело, и ты просто идешь и наслаждаешься. И так приятно. Потом такой немножко, знаете, даже выходишь немного наполненный, чтобы работать, наполненный, чтобы отдавать любимой жене, наполненный, чтобы проводить время с сыном. У меня сын маленький, год, поэтому он такое устраивает иногда. И я наполненный. Он знает, что он всегда может прийти в комнату к папе, и папа всегда возьмет его на ручки, он так ползает, знаете. Вот. Поэтому надо быть наполненным, чтобы была возможность отдавать. И если мы не наполнены, мы будем раздражительны, нас будет все раздражать. Мы будем на всех кидаться, и это будет влиять на все сферы нашей жизни. Шестой способ – научитесь говорить «нет». Я помню момент, когда я не умел отказывать, меня жизнь этому научила. Постоянно всем говоришь «да», на все встречи, на все звонки отвечаешь, всю работу берешь, потому что кто, как не я, это выполнит. И в конечном итоге это сломало меня. Я смотрел на все, и оно было такое все серое, невдохновляющее. Научитесь говорить «нет». Нет тем планам и проектам, которые вклиниваются туда, где уже нет места, где вам уже просто нет места, и если вы начнете это делать, то у вас не хватит времени на себя и на, самое главное, на ваши какие-то ценности и приоритеты. Поэтому говорите уверенно. Сейчас у меня уже есть задачи с дедлайнами. К сожалению, я не могу взять ничего на себя нового. Не оправдывайтесь. Просто сообщите, что загружены. Не стоит оправдываться. В моей жизни тоже так было. Мне дают новую задачу, я сразу, надо не подвести, надо сделать. А тут ты говоришь как есть. Послушай, если я сейчас возьму эту задачу, мне придется сдвинуть другие задачи, более приоритетные.
И на мое удивление меня начали понимать, говорят, да, конечно, ты занимайся своими задачами, мы найдем кого-то другого. Но есть люди, которые боятся так сказать. Люди мучаются, боятся подвести, а их еще подгоняют. Давай еще это сделай, еще вот это сделай и так далее. Поэтому предлагайте альтернативы. Я могу помочь, но позже. Или, может, это сделает кто-то другой, например, мой коллега. Знаете, скинули ответственность, делегировали. 7-й способ – найдите вдохновение в работе. Если работа стала рутиной, попробуйте найти какие-то новые смыслы в этой работе. Вот я уже 10 лет работаю онлайн, и в какие-то моменты просто хотелось все, сами знаете, выгорание, какие мысли в этот момент. Я подходил с какой-то творческой стороны. Я подумал, а если я вот так подойду? Интересно, что будет? И придавал какой-то новый смысл своей работе. Меняйте подход к задачам, ищите какие-то нестандартные решения. Обязательно общайтесь с вдохновляющими коллегами, у которых получается, которые смогли, например, вы там риэлтор, и кто-то продает лучше, чем вы. Общайтесь с такими людьми, напитывайтесь. И вот так возьмите его за шею. Скажи, дай мне свои знания, как я могу так же продавать, как и ты. Ну а если ничего не помогает, вы уже много чего пробовали, вы посмотрели это видео и применили знания даже отсюда, и оно реально не помогает, и выгорание, возможно, вам стоит подумать о новой работе. В прошлом своем видео, которое здесь будет сейчас по подсказке, я написал 5 основных причин, когда действительно стоит уйти с работы. Обязательно его посмотрите. В следующем видео мы с вами разберем топ профессий, которые будут востребованы в ближайшие 5 лет. Поэтому подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Пока!